Когда у этой женщины родился 17-й ребенок, ее муж не смог этого вынести и бросил ее. Но 20 лет спустя он пережил самое сильное потрясение в своей жизни. Марина была трудолюбивой женщиной. С детства она любила готовить, а когда наступило время, чтобы найти работу, она устроилась в пиццерию. Марина начинала с того, что помогала готовить, накрывала на стол и мыла посуду, но к своему 22-летию стала шеф-поваром и готовила все виды пиццы, которые нравились людям. Ресторан получал потрясающие отзывы, а владельцы чувствовали себя так, словно выиграли в лотерею, найдя ее. Но в свободное от работы время Марина была занята своими детьми. У нее был муж, мужчина по имени Андрей, и 3 детей. Они планировали завести еще детей, но, к сожалению, у природы были на них другие планы, и они не смогли зачать естественным путем. Именно тогда они начали задумываться о суррогатном материнстве, которое практикуется во многих странах мира и считается вполне нормальным. Но количество детей, которых Марина и Андрей начали рожать, было совсем ненормальным. У Андрея была хорошо оплачиваемая работа, поэтому они могли позволить себе большой дом и комфортную жизнь. Днем он работал, а вечером возвращался домой и заботился о детях, которых теперь было 8. По вечерам Марина уходила на работу и возвращалась домой только под утро. Часто супруги почти не виделись, только чтобы передать детей и коротко поговорить о них. Это начало становиться небольшой проблемой в их отношениях. Тем не менее, у Марины и Андрея были прекрасные отношения, и они поклялись приложить больше усилий, чтобы не потушить искру их любви. Они оба сократили количество рабочих часов и стали проводить больше времени друг с другом. Именно в этот момент они поняли, что действительно любят быть родителями и получают удовольствие от воспитания своих 8 детей. Вот почему они решили увеличить число детей в семье с помощью суррогатного материнства. Марина не чувствовала, что она что-то упускает из-за того, что родила неестественным путем. На самом деле, она чувствовала, что может предложить им больше, поскольку была готова к этому с самого первого дня. Таким образом, в течение следующих нескольких лет к их семейству прибавилось еще 6 малышей, в результате чего общее число достигло 14. Рождение такого количества детей — это тяжелое испытание для любого человека, и, опять же, отношения Марины и Андрея были очень напряженными. Они наняли нескольких постоянных нянь, чтобы облегчить бремя, но в один из дней произошло ужасное. Двоюродный брат Андрея вместе с женой погиб в автокатастрофе. У них было 3 детей, которые после смерти родителей должны были отправиться в детский дом. Тогда Марина предложила их усыновить. Ведь счастье заключалось в том, чтобы иметь большую семью, но Андрей уже начинал чувствовать себя несчастным. Тем не менее, он согласился и благословил Марину на этот поступок, в результате чего общее число детей достигло 17. Стоимость воспитания такого количества детей была ошеломляющей. Марина и Андрей тратили от 3 до 4 тысяч фунтов стерлингов в неделю только на самое необходимое для всех детей, и это еще до того, как они заплатили нескольким няням, которые им помогали. Помимо финансового аспекта, было трудно найти время, чтобы должным образом растить их и проводить время со всеми. Андрей сказал, что Марине следует уволиться с работы и присмотреть за малышами, пока он будет работать и приносить деньги. В конце концов, они смогли бы выжить только на его зарплату. Так Марина и поступила. Она с грустью распрощалась с пиццерией и стала матерью-домоседкой для своих детей. У Марины все было хорошо, и ей действительно нравилось быть матерью стольких детей. На самом деле, если бы у нее были место и деньги, она бы позаботилась о сотнях детей, если бы это было возможно. Но как только она начала осваиваться в своей новой жизни и все встало на свои места, произошло нечто, перевернувшее ее мир с ног на голову.
Однажды утром Андрей поцеловал ее на прощание и, как обычно, ушел на работу. Он вышел за дверь и уехал, и в этом не было ничего необычного. Но когда он не вернулся домой в обычное время, Марина начала немного беспокоиться. Она ждала всю ночь, чтобы увидеть, как он войдет в дверь, но этот момент так и не наступил. Вскоре после полуночи ей позвонили по телефону. Это был Андрей. И когда он начал говорить, Марина почувствовала, что ее сердце разрывается на части, а глаза наполняются слезами. Оказалось, что Андрей больше не любит ее, и что он где-то далеко, где она никогда его не найдет. Он был не в состоянии справиться с 17 детьми. И хотя поначалу он верил, что большая семья сделает его счастливым, правда заключалась в том, что он был несчастен. Для него было слишком тяжело быть работающим отцом, не говоря уже о том, что они тратили огромное количество денег, которые шли только из его зарплаты. Вот почему он ушел. Андрей сказал, что Марина может оставить себе дом и все, что в нем есть, но с него хватит. Он подал на развод и ушел. Марина была вне себя от злости на мужа, но более того, она чувствовала себя обиженной, отвергнутой, как будто вся их семейная жизнь была ложью. Но на самом деле этот печальный поворот событий заставил ее еще больше сосредоточиться на своей семье. Она бы показала Андрею, какая она хорошая мать, и заставила бы его пожалеть о том, что он вообще ушел из семьи. Она бы боролась изо всех сил, чтобы правильно воспитать этих детей. И именно с таким подходом Марина шла вперед. Было ли это легко? Конечно же, нет. Наличие 17 детей, бегающих по дому, определенно было стрессовой ситуацией, но каким-то образом ей удалось правильно воспитать каждого из них и обеспечить их любовью и вниманием. К счастью, у нее были помощники. Одна няня оставалась рядом с ней и помогала ей растить детей, и медленно, но верно все стало налаживаться. В конце концов, Марина вернулась к своему первоначальному увлечению — кулинарии. Она обнаружила, что может купить пиццерию, в которой когда-то работала, и ухватилась за эту возможность обеими руками. Заведение находилось в отличном месте, и ей просто нужно было немного скорректировать курс, чтобы вернуться на прежний уровень. К тому времени, когда все дети достигли подросткового возраста, Марина не только добилась успеха в одном ресторане, но и улучшила его, распространив свое влияние на другие заведения в этом районе. К счастью, когда все дети достигли трудоспособного возраста, они начали помогать в ресторанах. Это было потрясающе, и Марина не могла поверить, что это стало семейным проектом. Она объединила свою любовь к семье со страстью к еде и кулинарии. И результаты превзошли все ее ожидания. Она была не только довольна тем, что делала, но и зарабатывала вдвое больше, чем они с Андреем зарабатывали в месяц. И, говоря об Андрее, Марина почти забыла о нем. Так было до тех пор, пока 20 лет спустя он не зашел прямо в ее ресторан. Андрей захотел поговорить с Мариной. Он сказал, что скучал по ней и думал о ней и детях. Он спросил, как дела у их 17 детей, но Марина осталась холодна, сказав ему, что он был трусом, когда ушел от них всех. Некоторые из детей учились на инженеров, поваров, учителей, врачей и даже юристов, и всем этим были обязаны ей. Андрей был потрясен. Он никогда не ожидал, что Марина или кто-либо из детей будут процветать без него, но одно было ясно — больше они не нуждались в нем. Андрей был в очередной раз потрясен услышанным. Марина велела ему уйти из ресторана, никогда не возвращаться и никогда больше не пытаться связаться с ней или с кем-либо из детей. Он бросил их, когда они нуждались в нем, и второго шанса у него никогда не будет. Марина была сильной и жизнерадостной женщиной, которая очень любила своих детей, и она справилась со всем этим без помощи мужчины. Дорогие зрители,
а вы бы смогли заботиться о 17 детях? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.